Одна из главных сложностей в работе с деньгами в том, что человек настолько привыкает к определенному образу мышления, что с трудом воспринимает новую информацию и тем более перестраивает сознание. Мне, чтобы перестроиться, полностью переключить свой мозг, понадобилось около 2 лет, хотя первые результаты были уже в течение месяца. Поэтому настройтесь на работу и не фиксируйтесь на ожиданиях. Эмоции, которые мы испытываем, влияют на деньги. Чем больше у вас эмоций, в том числе ожиданий, любых эмоциональных состояний, тем меньше будет денег. Почему? Потому что эмоции – это энергия, и деньги – это энергия. Когда человек эмоционирует, он тратит энергию. Соответственно, чем больше эмоций, тем активнее вы теряете энергию, которая могла бы материализоваться в виде денег, но не материализуется. Практически во всех традициях страх считается первичной негативной эмоцией, из которой уже вытекают остальные. Так в китайской системе 5 элементов первичная стихия воды, соответствующая почкам в негативном аспекте, то есть в отсутствии энергии, проявляется как страх. Эта энергия идет дальше в печень, и там проявляется как гнев, потом перемещается в сердце и проявляется как ненависть, нетерпимость. И первичная проблема любых негативных эмоций, в том числе по отношению к деньгам, это страх. Логично было бы подумать, что в человеке сильна установка «я не могу заработать много денег, потому что я боюсь быть богатым». Но на самом деле, когда вы настраиваетесь на это, понимаете, что скорее боитесь быть нищим. То есть страх нищеты – это первичная эмоция, на самом деле не дающая человеку разбогатеть. Помните пример о богаче, который обанкротился и стал нищим, а потом снова легко разбогател? Почему у него это получилось? Потому что у него этого страха бедности нет. Он не боится терять деньги, ведь знает, что сможет заработать. И другая ситуация. Как-то по просьбе моего папы я с помощью магии создал ему приглашение на работу, на которое бы он получал в 3 раза больше денег, ему предложили работать там. А он не пошел туда. И знаете, что он мне сказал? Тут меньше платят, но тут хотя бы стабильно. Любой выход из зоны комфорта – это обострение страха. Потерять, пусть небольшие, зато гарантированные деньги. Неуверенность в будущем и есть страх нищеты. Он внутри человека мешает освободиться от ощущения этой мнимой стабильности. А любой денежный рост связан с риском, и человек, лишенный страха, быстрее добивается успеха именно из-за того, что он не боится идти на риск. Если вы подумаете, то поймете, что стабильности не существует. Это абсолютно абстрактное, вымышленное понятие. В любой момент может произойти что угодно, от падения метеорита до полного дефолта. Даже внезапная смерть может достать в любой момент. Где стабильность? Что человек боится потерять? Поэтому первое, что вы сейчас должны сделать – осознать страх нищеты. Ощутить в себе эту зацепку за некую мнимую стабильность, которая есть, за ту сумму, которая стабильно какое-то время вам приходит. Необходимо поработать от обратного, чтобы выйти на более выгодную позицию. Есть такая практика. Человек идет на улицу без денег и живет на подаяние целый день. К вечеру он все оставшиеся у него деньги раздает. И на следующий день он опять на нуле и опять живет на подаяние. Эта практика, во-первых, убирает полностью страх у человека, а во-вторых, вырабатывает доверие к миру. Каким бы плохим ни было мое состояние, все равно я выживу, все равно я поем. Все равно у меня будут какие-то деньги на мои нужды. Даже если вообще ничего не будет, если все обанкротятся, я останусь на улице, даже в этом случае все равно я выживу. И в итоге все будет хорошо. Ваша задача – перестать цепляться за мнимую стабильность и понять, что, во-первых, ее не существует, а во-вторых, даже если вы останетесь ни с чем, вам помогут. У вас есть знакомые, друзья или родственники, которые точно не дадут умереть с голоду и не оставят на улице. Не надо бояться потерять все. Не надо цепляться, фиксироваться на деньгах. Надо расслабиться по отношению к ним. Только в таком случае их можно обрести еще больше. Представьте, что вы все потеряли. Остались без жилья, вас выкинули на улицу без одежды, без кошелька, без паспорта. Ваша задача – пройти через эту негативную эмоцию, отработав ее, пропустив через себя, и выйти на осознание, что даже в этом случае все равно вам помогут, и все равно вас мир, Бог, Вселенная и так далее не оставит. Представьте такую ситуацию во всех красках. Максимально детально, ярко и помедитируйте, пропустив через себя этот негатив, который может возникнуть. Не бойтесь картинок, которые рисует ваша фантазия. Проживайте их до конца, до момента, когда появляется мысль. Вот теперь точно хуже быть не может. Когда вы так делаете, то вы рассотождествляетесь с материальными благами.
Таким образом, благо становится для вас объектом, а не зависимостью. Уверенность не зависит от имущества, если она есть внутри вас. Мир вам вернет все, что у вас внутри. Можно представить, что вы не просто все потеряли, а ушли куда-то в лес, босиком и без одежды. Пройдите сейчас в эту нищету, через негативную эмоцию, которая говорит: «Я не могу это представить, тяжело это». Выполняйте эту медитацию 3-5 минут. Завершив медитацию, берете листок бумаги и рисуете свой страх нищеты. Это может быть какое-то существо или просто клякса, или какой-то знак. Нет разницы, каким символом вы его обозначите. Главное, его сейчас нарисовать. И теперь осознайте, глядя на рисунок, что эта гадость мешает вам отпускать ситуацию, мешает получать результат, фактически не дает быть богатым. А все потому, что вы боитесь изменений внутри и в глубине себя. В том числе изменений в лучшую сторону, потому что мало ли вдруг хуже станет. Страх заставляет вас фиксироваться на вашей ситуации, на вашей проблеме. Не позволяет вам растождествиться, отпустить ситуацию, понять, что в любом случае все сложится хорошо. То есть это структура, которая мешает вам вырасти. Обычно она образуется у человека в детстве, позволяет достичь некой стабильности и придерживаться ее. Однако, когда вы решаете расти, структура продолжает удерживать вас в одном положении, вы не можете не подняться выше все обманщики и воры, не опуститься ниже нищета. Если вы уберете страх, то окажетесь свободны. И что вы должны сделать теперь? Сейчас вы берете этот листок с нарисованным страхом и с полной уверенностью, что вы убираете этот страх, рвете листок и смываете в унитаз. Сжигать нельзя, только порвать и выбросить. Знакома фраза: «Вы имеете полное право быть богатым, жить в достатке, излучая счастье и успех». Что такое «имеете право»? С детства у нас фиксируется некая информация от родителей, учителей, общества относительно богатства и заработка денег. К примеру, если у тебя не богатые родители, то ты не сможешь нормально выучиться и стать кем-то. Если у тебя нет начального капитала, то ты не сможешь открыть бизнес и так далее. То есть в нас поселяют множество ограничений, которые вживаются настолько глубоко, что мы и думать не смеем, что на самом деле вправе быть богатыми. Ведь богатые люди ничем не отличаются от бедных. Столько же рук и ног, одна голова, способный работать мозг. Есть много примеров, когда богатыми становились без богатых родителей и начального капитала. Немало историй, когда человек вообще не получил никакого образования, но все равно зарабатывал миллионы. Людей, сломавших стереотипы и вышедших за рамки, предостаточно. Вас учили: без начального капитала не откроешь бизнес. Смотрите, а человек открыл бизнес без начального капитала. Вам сказали: не будешь образованным, пойдешь в дворники. В итоге смотрите, человек и школу не окончил, а стал миллиардером. Где истина этих убеждений? Ее нет. Вам говорят: стань богатым, и что вы начинаете делать? Искать варианты разбогатеть? Нет. Отговорки, почему вы не можете быть богатым, почему не имеете права быть богатым. В то время как быть богатым, жить в достатке, излучать счастье и успех – это право от рождения, данное каждому человеку. А вот пользоваться этим правом или нет – это уже личный выбор. Возможность разбогатеть не зависит ни от вашего образования, ни от начального капитала, ни от чего внешнего вообще. Это зависит только от вашего внутреннего выбора. И мелькающая сейчас в вашей голове мысль: да абсурд, не может быть такого. Это и есть те самые привычки и установки, которые мешают новой информации войти. Слушайте фразу по кругу пару минут. Слушайте и включайтесь сильнее. Я имею полное право жить в достатке, излучая счастье и успех, потому что это право дано мне самим рождением. Это право дано мне самой Вселенной, самим Богом. Никто не может забрать это право, кроме меня самого. Имя на протоязыке, соответствующее этому заклинанию, слово силы – «Уномикс обок». Это слово нужно записать на листе бумаги. «Уномикс обок». Бедность – не добродетель. Запомните, бедность – это не добродетель, а душевное заболевание. Представьте, вам дали полное право быть богатым, а вы им не стали. Разве это не похоже на какое-то умственное расстройство, которым, возможно, вас заразили извне? Родители, родственники, институт, школа, окружение и так далее. Фактически структура нищеты и бедности – это внешняя негативная информация,
не соответствующая вашей божественной вселенской природе, потому что каждый из нас — это проявление Вселенной. Можно сказать, сама Вселенная, сама в себе, в своем осознании. Осознайте идею, что бедность — это негативная структура. В бедности нет добродетели. И те, кто говорит обратное, глубоко заблуждаются. Противопоставлять богатство и бедность выгодно тем, кто хочет управлять людьми. Этот постулат используется больше как форма подавления, жесткой власти, контроля в первую очередь, а не как помощь или что-то реально полезное. Изначально там внушается мысль, что быть богатым – это грех, это от дьявола. Идея настолько вшилась в поколение, что нам с детства бабушки и дедушки, которые были верующими людьми, уже с нашего рождения внушали эту идею, что бедность – это добродетель, что будешь сейчас бедным, зато потом в рай попадешь. И прочие идеи, которые к реальности не имеют никакого отношения, но просто созданы, чтобы усилить контроль над обществом в первую очередь. Это неправильная идея. В бедности нет добродетели. Это зло, от которого надо очень срочно избавляться. Мы пришли в мир, чтобы побеждать. Люблю я повторять. Речь о победе над бедностью внутри головы, над своей ленью, своими недостатками, над своими ограничениями. Нужно побеждать, чтобы проявлять себя, свою божественную суть. А божественная суть – это всегда сила, это красота, это богатство. Это все хорошее, все великое, все самое лучшее, все самое красивое – это и есть проявление Бога. Почему произведение искусства очень дорого стоит? Потому что красота, выраженная видением художника, вызывает красоту в тех людях, которые смотрят на это искусство. Это форма красоты. И Бог проявляется именно как красота, а хаос, беспредел, зло проявляются как дисгармония, как бедность, нищета в том числе. Слушайте по кругу заклинания и настраивайтесь на состояние, выраженное в этих словах. «Я пришел в мир, чтобы побеждать и преодолевать все трудности на пути к успеху, в полной мере развивать свои способности и таланты». Имя на протоязыке, соответствующее этому заклинанию. Слово силы. Зопифивикс. Это слово нужно записать на том же листе бумаги. Зопифивикс. Идем дальше, пробираемся сквозь дебри своих психических ментальных установок и перепрошиваем их. Все предрассудки, которые связаны с деньгами и богатством, приучают нас относиться к деньгам как к чему-то грязному и плохому. Это неизбежно приводит к тому, что богатство испарится. Ведь так устроен человек, он в конце концов теряет то, что осуждает, что ему неприятно и вызывает отторжение. Джозеф Мерфи. Тут очень простая идея, она, кстати, и к зависти тоже относится. Мы говорим «я хочу стать богатым», а потом смотрим телевизор, видим там какого-нибудь богача и думаем «вот он козел, разбогател, ворюга». Все, вы тем самым поставили жирный крест на собственном богатстве. Почему? Потому что то, что мы презираем, мы отталкиваем от себя. Вы не можете жаждать богатства и в то же время думать про богачей. Все они воры, они всех обманывают, они все плохие люди. Иначе первое намерение полностью противоречит вашим жизненным установкам про достаток. Вы богатых людей считаете плохими и при этом хотите стать богатым? Чувствуете, какое противоречие живет в вашей голове? Как же ваше подсознание сможет настроиться на богатство, если оно понимает, что там плохо? Я здесь останусь в нищете. Буду в своем мирке считать себя божественным, духовным, хорошим человеком, бедным, но хорошим. А вот они все богатые, козлы, пусть будут там. Вот так думает подсознание. Тогда зачем человек жалуется, что у него денег нет, если он сам у себя в уме все время свою нищету усиливает? Очень хорошая практика, помогающая выразить свою любовь к деньгам и попросить у них прощения. Для этой практики вам понадобятся деньги. Итак, вы взяли деньги в руки. Во-первых, насколько вы уважаете и любите деньги? Как они у вас лежат в кошельке? Например, у меня всегда сверху лежат купюры большего номинала и всегда лицевой стороной вперед. Рассованные по карманам, мятые, надорванные – это неуважение к деньгам. Фантазируйте, что они живые, за ними надо ухаживать, к ним надо относиться с любовью. Находите время ухаживать за ними. Не запихивайте абы как сдачу в магазине в кошелек или по карманам, а аккуратно раскладывайте. Итак, возьмите в руки купюры. Сейчас
Отнеситесь к купюрам, которые вы держите в руках, как к деньгам в целом. Это просто символ денег. Положите их перед собой и обратитесь к ним как к человеку. Признайтесь им в любви и попросите прощения, как у любимой девушки, у родителей, у какого-то человека, которого вы очень любите и полностью прощаете. Деньги, я люблю вас. Простите меня за то, что раньше я не любил вас, считал вас проблемой и не понимал вашего божественного предназначения. Простите мои нехорошие отношения к вам, которые я раньше держал в себе. Я считал вас источником всех проблем и не понимал, что вы являетесь решением всех проблем. Поэтому прошу вас, деньги, искренне от души. Простите меня, я люблю вас. И вы теперь любите меня, деньги. Главное тут искренне попросить прощения, осознать свое прежнее неправильное отношение к деньгам и попросить за это прощения у них. Ведь деньги – это добро, которое решает ваши проблемы, лечит, кормит. После того, как вы попросили прощения и признались деньгам в любви, закройте глаза и минуту просто помедитируйте. Ощутите, как энергия денег начинает наполнять тело, действовать. Ощутите любовь денег к вам. Кто-то наверняка возразит мне, люди совершают из-за денег преступления. Но позвольте, деньги не становятся злом от того, что кто-то поступает неправильно. В самом явлении или предмете нет ничего плохого, и только человек решает использовать их во благо или во вред. Также и деньги фактически не являются ни чем-то злым, ни чем-то добрым. Деньги – это часть мира, часть природы, которая в большинстве своем помогает людям решать проблемы. Это эквивалент обмена, созданный для облегчения жизни. Энергия не может быть ни злой, ни плохой, и денежная тут не исключение. Все зависит от того, как мы используем ее и что внутри нас. Если мы злые, то можем и деньги применить во зло. Деньги – символ изобилия. Если вы внутри добрый человек, то чем больше у вас денег, тем больше добра вы сделаете. Потому что деньги – это просто энергия, которой вы можете распоряжаться по своему усмотрению. Нельзя прятать деньги под матрас, они должны циркулировать в мире, как кровь в кровеносных сосудах, снабжая все энергией. Каждый человек с позиции денег – это денежный сосуд, проводящий деньги через себя. Если в организме не образуются тромбы в виде залежей денег в чулане, то в целом экономика страны будет в порядке. Поэтому, когда народ начинает ныть, что денег у них мало, обвинять правительство, хочется им сказать: нет внешнего виновника в ваших проблемах, кроме вас самих. Поток денег как раз и зависит от вашего внутреннего состояния, от энергетики тела, от здоровья, от умственного настроя, целей, намерения, от любви к себе. Это все в совокупности определяет ваш поток денег. Посмотрите сперва на себя, на свой мазохизм, на свою нелюбовь к себе и решите внутренние проблемы. И только потом изменится что-то снаружи. Чтобы вырастить поток денег, который идет через вас, вы не просто должны больше зарабатывать. В первую очередь должно быть понимание, а для чего больше зарабатывать? Зачем вам деньги, если вы не любите себя? Что вы будете покупать? Если ответа внятного нет, тогда и деньги вам не нужны, по сути. Здесь как раз идет фиксация. Я не боюсь тратить деньги. Я не боюсь тратить деньги на то, что я люблю. Я не боюсь тратить деньги на себя, на хорошие вещи для себя. Я не боюсь покупать себе хорошие вещи. Это проявление любви к себе. Человек, который себя не любит, не тратит деньги на собственные желания, не покупает хорошие вещи, которые его радуют. Если человек не окружает себя красивыми и качественными вещами, то он не соединяется с Богом, не любит себя. Сосуд, труба, имеет вход и выход. Если выход перекрыть, то вход тоже будет недоступен, потому что поток един. Поэтому тратить и получать – это единое целое. Нельзя разбогатеть, желая только получить. Можно разбогатеть только если вы понимаете, на что вы готовы потратить деньги, то есть видите выход. Это и есть свободное вращение денег в жизни. Богом благословенная прибыль, и чем канал шире, тем больше к вам приходит. Имя на протоязыке, соответствующее этому заклинанию. Слово силы. Мубин-туд. Мубин-туд. Запишите его себе на листок, где уже есть предыдущие имена. Этот листок сверните и носите с собой днем. Ночью его при себе не держите. Вам понадобится: первое – горшочек. Крышкой его закрывать не надо. Крышку вы можете пока убрать куда-то до тех пор, пока горшок не заполнится.
Второе. Монеты, которые вы туда будете класть. Они должны быть золотого цвета и одинакового номинала. Не надо бросать туда копейки. Это магическая машина, которая притягивает к вам финансы, поэтому отнеситесь к ней уважительно. Деньги должны быть не размененными специально для этой цели, то есть они должны у вас взяться откуда-то иначе. Форма горшка обозначает пространство инь, то есть накопление, поэтому так важно использовать не какую угодно копилку, а именно горшок. Подсознание такую форму воспринимает как нечто тянущее, то, что тянет. Соответственно, если мы туда кинем монетку, то это создаст выход потока, усилит его скорость. Таким образом, на входе скорость тоже будет увеличиваться и усиливать притяжение денег к вам. Даже просто без включения заклинаний все равно получите результат. Каждый день вы кладете в горшок монеты, предварительно зарядив их эмоцией обладания чем-то. Берете монету в правую руку и начинаете думать, для чего вам нужны деньги. На ваши реальные желания, а не выдуманные. Можно взять несколько желаний. Неважно, какие это желания, главное, чтобы они были настоящими, искренними, которые будут тянуть деньги, заряжая этой мыслью формой монету. Вы просто зажимаете ее в кулак и начинаете думать, на что нужны деньги. Подумали, через какое-то время зафиксировали, убедились, что на это точно нужны деньги. И затем эту монетку бросаете в горшок. Условие – это не копилка, а магическая машина. Разница в том, что бросая деньги в копилку, вы можете достать их обратно и использовать. А из этого горшка деньги доставать нельзя вообще никогда. Даже если у вас 0 в кармане и вам не на что купить хлеб. Впрочем, такого уже никогда не будет, если вы начнете делать эту технику. Если вы все-таки возьмете оттуда деньги, магическая машина сразу перестанет работать. Через какое-то время, когда горшок наполнится, закройте его крышкой или просто обмотайте полиэтиленовой пленкой и завяжите. И спрячьте горшок куда-нибудь в темное место. Например, в шкаф, где эти деньги никто никогда не достанет. Есть еще вариант закопать на улице. Итак, у вас заполнился один горшок, второй, третий. И пока вы будете наполнять горшки, деньги будут приходить все больше. Проверено. Это очень эффективная практика, при правильном выполнении которой деньги порой приходят оттуда, откуда вы и не ждете. Если поначалу горшок будет работать не так мощно, не переживайте. Чем больше вы применяете практику, тем сильнее эффект и мощнее тяга.